Привет всем! Сегодня я хочу поразмышлять на тему, что же лучше брать в поход? Палатку? Или может быть гамак с тентом? Что удобней, что практичней, что выгодней в конце концов? Хочу сказать заранее, что как бы сегодня я не размышляла о плюсах и минусах палатки и гамака, все эти размышления не окончательные. Все эти выводы меняются по мере того, как накапливается опыт по использованию палаток и гамаков. Также все выводы по использованию данного походного снаряжения будут меняться в зависимости от того, какого качества у вас снаряжения. Какой у вас гамак? Сеточкой, без сеточки, большой, маленький, утепленный, неутепленный. Какая у вас палатка? С тентом, без тента. Одноместная, двухместная, сеточка, без сеточки и так далее и тому подобное. И от всех этих факторов будут зависеть выводы, как и когда стоит использовать палатки или гамаки. Что происходит в самом начале, когда мы приходим на выбранную нами стоянку? Мы выбираем место либо под палатку, то есть нужен нам какой-то достаточно ровный участок, по горизонтали, достаточно большого размера, чтобы поместилась палатка, двухместная, одноместная, четырехместная, в зависимости от палатки, участок. Что нам нужно для тента? Для тента нам достаточно 2 деревьев. И вот ночь нас застает где-то на каком-то склоне. Пора уже спать, нет возможности идти, вы устали, опасно перемещаться и так далее. Нужно устанавливать лагерь. Соответственно, на склоне вы не можете поставить палатку, особенно если склон достаточно крутой, но если на склоне есть деревья, вы можете установить гамак. Казалось бы, плюс. Но однако, если ваш поход протекает по пустыне, по степной зоне, там масса мест для установки палатки, но нет мест для установки гамака. По той простой причине, что в пустыне и в степи практически нет деревьев. Все было бы очень печально в плане гамака, если вы попадаете в пустыню, если бы не одно «но». Гамак можно не только подвешивать, но и устанавливать как маленькую палатку. То есть, если у вас есть трекинговые палки, или посох вы заранее подготовили к походу, есть у вас рюкзаки, может быть, есть какие-то кусты, камни на выбранном месте для стоянки. И с помощью всего этого вы, в принципе, можете гамак установить как маленькую палатку. То есть с этой проблемой мы разобрались. Переходим к следующему моменту. Палатки, даже если она одноместная, можно при необходимости расположиться вдвоем. В данном случае палаточка трехместная. Это вообще хоромы. Для одного человека это просто дом. Это шатер. И вот в походе на вашу голову обрушивается дождь. Вы ставите палатку, а дождь между тем льет сутки, двое. Скукотища, идти вы не можете. Но однако в палатке достаточно места, чтобы вы могли здесь кушать, сделать себе мини-стол. Вы здесь можете как-то двигаться, подтягиваться, делать упражнения физические. В общем, вам не придется скучать, на вас не будет давить замкнутое пространство. И, в принципе, даже во время дождя вы можете неплохо провести время в палатке. А еще в палатке очень удобно в холодное время года. Особенно, если вы идете группой. И в палатке располагается 2, 3, 4 человека. Вы можете соединять свои спальники, можете греть друг друга и даже заниматься всяческими нежностями, если есть к тому желание. Палатка располагает к общению и создает уютную обстановку. И это плюс. Но опять же, если вы любите групповые походы, если вы не одиночка. А вот гамак, он больше рассчитан на одиночек.
максимум на 2 человек. Опять же, зависит от того, какой у вас гамак. В гамак, наверное, в какой-то мере, так, расстегнем его до конца, сложнее залазить, чем в палатку. Но опять же, это все дело сноровки, дело наживное. Опаньки. Где там микрофон? Заметьте, я все это делаю со шнуром от микрофона. Плюс я сегодня в гамак не взяла коврик. И вот, не буду закрываться, чтобы вы видели меня, а я видела вас. Итак, гамак рассчитан на одиночек, максимум на 2 людей. Ну и, конечно, комфортно показаться в гамаке вдвоем может только влюбленным. И вот какой самый главный и неоспоримый плюс гамака – это вот это чувство комфорта, непередаваемого комфорта. То, что вы лежите не на земле, не чувствуете каких-то ямок, кочек, камней, с которыми знакомы все походники, ночующие в палатках. В гамаке этого нет, особенно если вы в гамак постелите надувной коврик или каремат. Конечно же, коврик и каремат можно постелить и в палатку, но они не дадут того чувства комфорта, которое дает гамак. Здесь вы не касаетесь всех тех твердых и острых предметов, которыми вы будете вынуждены соприкасаться при ночевке в палатке. И вот это неоспоримый плюс гамака. Здесь действительно комфортно. Кстати, хочу заметить, многие сомневаются, что в гамаке можно спать на боку, боятся также выпасть из гамака. У многих есть такой стереотип в голове, что в гамаке можно спать только на спине. На самом деле это не так. В гамаке можно спать на боку. Ой. Можно ворочаться как угодно. Можно на спине, при желании даже на животе. По мере того, как вы обвыкаетесь с использованием гамака, вы все более ловко будете в него залазить, все более ловко в нем вертеться, вы будете все меньше чувствовать какие-то там мнимые страхи. В конце концов вы поймете, что гамак это очень и очень удобно. Но однако переходим к палатке. Итак, мы выяснили, в гамаке спать определенно мягче. Ну а что же в палатке? В палатке, как я говорила, удобнее спать с друзьями. И теплее в холодное время года. Теперь давайте поговорим о весе нашего снаряжения. Палатка и подвесная система. Что более тяжелое? На этот вопрос однозначного ответа просто не может быть, сами понимаете. Все зависит от того, какая у вас палатка. Палатки бывают очень тяжелыми и бывают, конечно, облегченными. Самые легкие палатки, как правило, продаются без вот этого тента. И они будут у вас протекать в большой дождь. И к этим облегченным палаткам по-любому нужно будет потом приобрести отдельно тент. Вот. Поэтому, допустим, если вы идете группой, и вот как мы ходим втроем, у нас вот эта трехместная палатка, и мы часто эту палатку делим на 3 рюкзака. То есть кто-то несет внутреннюю палатку, кто-то несет тент, кто-то несет дуги. И в этом плане, конечно, если вы идете группой, то палатку брать выгодней в плане веса. Действительно, разделить одну палатку на 3 – это без вариантов легче по весу получится, чем если вы возьмете подвесную систему. А в подвесную систему, как мы выяснили, втроем не залезешь, или вдвоем можно, но неудобно. Поэтому, если вы даже идете группой и предпочитаете подвесные системы, то каждому из вас придется самостоятельно нести и гамак, и тент, что, конечно же, по весу будет труднее и тяжелее. Но тут, опять же, многое зависит от того, насколько хорошая у вас физическая форма. Многое зависит от того, на какое время вы идете в поход. На 1-2 дня, на неделю. То есть от продолжительности вашего похода будет зависеть вес вашего снаряжения.
Опять же, куда вы идете? В местность с изобилием воды или без воды? Что вам придется нести помимо палатки и подвесной системы? Сколько вам придется нести еды, воды, одежды? Все зависит от времени, года, от места, куда вы идете и так далее и тому подобное. Но если вы идете, допустим, на неделю группой, мое такое заключение, что лучше взять с собой палатку. Ее втроем, вчетвером легче нести, чем каждому отдельно брать подвесную систему. Подвесная система в итоге, она как бы получается объемная, гамак, тент и по весу больше. Хочу сказать, что установка всей этой подвесной системы, то есть гамака и тента, поначалу покажется вам более трудоемкой, чем, допустим, установка палатки. Опять же, установка палатки или подвесной системы во многом зависит от того, в каком составе вы это все устанавливаете. Устанавливаете вы подвесную систему в одиночестве или с товарищем? Устанавливаете вы палатку в одиночестве или с друзьями? От этого зависит скорость установки палатки и подвесной системы. И вот в начале установка подвесной системы вам покажется более трудоемкой и затяжной, чем установка палатки, даже если вы находитесь в одиночестве. Но полагаю, что это во многом зависит от того, насколько часто вы устанавливали подвесную систему и палатку. Допустим, палатку я устанавливала чаще, подвесную систему я только-только приобрела и только-только начала устанавливать. Думаю, когда я ее установлю раз, так я не знаю, несколько десятков, то и скорость моя при установке повысится. И мнение, возможно, поменяется по этому вопросу. Еще маленькое дополнение. При наличии гамака и тента, вот этих двух составляющих, вы можете создавать самые различные комбинации по их установке. Вот тент я сегодня установила так, но можно его установить, я не знаю, наверное, десятками различных способов. Было бы желание проявить фантазию. Можно его устанавливать в виде палаточки, чтобы был такой вход, да, вот как сейчас. Можно натягивать вот так прямо, чтобы был домик, навес. Можно сделать больше на одну сторону, и здесь будет открытый с этой стороны гамак, да. Можно ниже, выше, более горизонтально тент устанавливать, более домиком. То есть вы можете фантазировать как угодно. Чего нельзя сделать с палаткой. Палатку вот она устанавливается, как устанавливается. Там особо не пофантазируешь. Конечно, может быть, и там можно пофантазировать. Я не вижу в этом смысла, в фантазиях насчет палатки. А вот в проявлении изобретательности в установке гамака и тента есть очень даже большой смысл, так как очень во многом зависит то, как вы установите тент и гамак, от того, где вы это устанавливаете, от того, какие деревья рядом, если вообще к чему привязывать, допустим, тент, как нужно натянуть, от погодных условий. В общем, от тысячи факторов зависит то, каким образом вы будете устанавливать гамак и тент. И сейчас не нужно смотреть на мой вариант, это далеко не единственный вариант установки. Я по мере того, как буду ходить в походы, я буду показывать уже разные варианты. Уже некоторые варианты, вот даже я еще не пошла в поход, но я уже некоторые варианты достаточно интересные придумала, и потом вам покажу. Но не будем отвлекаться от сегодняшней темы. Сегодня мы обсудили установку гамака и палатки, например, во время дождя. Как мы выяснили, что в палатке во время дождя время проводить веселее. Но не забывайте, в подвесной системе есть тент. И тент мы можем натянуть таким образом, что под ним получится достаточно большая, накрытая от дождя площадь, в которой вы также можете заниматься какими-то бытовыми вещами. Можете даже разжечь костер, если повесите тент достаточно высоко. Также вы можете там делать какую-то разминочку, ну и как-то там коротать время под проливным дождем. Итак, о дожде мы поговорили. Ну что же лучше, палатка или гамак подойдет для зимних походов? И опять же, все не так однозначно. Для зимних походов, конечно же, лучше предпочесть зимнюю палаточку. Не такую, как вот эта, допустим, которая рассчитана на лето. Но, опять же, есть зимние гамаки, утепленные зимние гамаки.
которые разработаны так, что и сверху, и снизу такой гамак защитит вас от холода и непогоды. А если вы к этому добавите тент, если вы к этому добавите замечательный зимний спальник, то, думаю, уровень комфортности для зимы палаточный и гамачный примерно уравняются. Все зависит от дополнительного снаряжения, то есть спального мешка, ковриков и так далее. Но, опять же, в зимнем походе, как известно, основной холод идет от земли, и палатка, она стоит на земле. И если у вас нет хорошего там коврика, если у вас нет хорошего спальника, то риск как-то там отморозить все бока, спину, почки и так далее более высок в палатке, чем в гамаке. В гамаке вы все же будете висеть в воздухе, не будете соприкасаться с холодной землей. И если вы будете одеты, если вы будете спать в спальничке, на коврике, то вам будет намного теплее. Полагаю, я вспомнила не все моменты, о которых можно было бы поговорить. Не озвучила все плюсы и минусы. Возможно, по мере, опять же, использования палатки и гамака, потому что чем больше пользуешься, казалось бы, я уже много лет пользуюсь палаткой, гамаком только в этом году начала пользоваться, и думаю, по мере дальнейшего использования подвесной системы и палатки у меня могут возникнуть еще какие-то размышления по этому вопросу, но на сегодня все. И какие выводы мы можем сделать? Что же у нас побеждает, палатка или гамак? Побеждает в этом вопросе дружба. Потому как предпочтение в использовании палатки или подвесной системы зависит от множества различных факторов. Идете ли вы в поход один или с группой? Идете ли вы в степь или в лес? Идете ли вы на 2 дня или на 10? И так далее и тому подобного. То есть от всех этих факторов зависит ваш выбор для конкретного определенного похода. И то есть для одних походов будет уместнее взять палатку, это будет разумно, это будет грамотно, это будет оптимально. Для других походов не менее разумно, грамотно и оптимально будет взять подвесную систему. Как я уже сказала, подвесная система это все-таки более для одиночек снаряжения, палатка это и для одиночек, и для групп. Вот такие простые выводы. Любое снаряжение хорошо, если вы знаете, как грамотно им пользоваться. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы являетесь активным походником, то я бы на вашем месте приобрела бы и палатку, и подвесную систему, и пользовалась и тем, по мере необходимости, в зависимости от потребностей и поставленных целей. Пожалуй, на этом все. Поболтала я с вами славно. Надеюсь, кому-то я этим роликом помогу принять решение в выборе снаряжения. Ну и, пожалуй, на этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Пока-пока. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, ведь я планирую делать очень много полезных, интересных, развлекательных и познавательных роликов. До новых встреч, друзья!